Всем привет, с вами GAVZOR.com. На момент выхода этого обзора ситуация с ограниченными объемами поступающих видеокарт семейства RTX 30 заметно не изменилась. Немалое число крупных сетей воспользовались этой проблемой, заметно подняв стоимость доступных предложений. И зачастую в таких недобросовестных магазинах, причем это даже крупные сети, RTX 3070 предлагается по рекомендованной стоимости RTX 3080. В целом же повышенный спрос на младшую на момент конца ноября в семействе Ampere не стал открытием, тем более, как показали первые независимые тесты, она при сопоставимой рекомендованной стоимости предложила заметно более высокий уровень быстродействия в сравнении с RTX 2070. С учетом того, что в оригинальном исполнении от NVIDIA приобрести задачи из категории «Миссия невыполнима», самым доступным вариантом выступает линейка Gaming Pro от Palit, которая, к тому же, как показала практика тестов Palit RTX 3080 Gaming Pro, она еще не уступает по качеству исполнения и быстродействия заметно более дорогим решениям конкурентов. Изучать будем на примере разогнанной Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro OS, и это одна из самых доступных видеокарт в России RTX 3070. Комплект ее включает руководство пульса, переходник для питания видеокарты, система охлаждения схожа с теми, которые ставятся на старшие видеокарты этой линейки, но есть ряд отличий. На материнской плате она не перекрывает примерно 2,5 слота, и с учетом необходимости свободного доступа к вентиляторам нужно будет оставить как минимум 3. Основу кожуха системы охлаждения составляет окрашенный в черный цвет пластик, дополненный хромированной накладкой в тыльной части. В центре подсвечиваемая многоцветная подсветка зона, выглядит аккуратно и симпатично. Стоит учитывать, что хорошо видна она будет только при вертикальном размещении в корпусе. Жесткость обеспечивает металлическая рама под радиатором. Обратную сторону защищает пластина из пластика, то есть здесь уже есть упрощение, например, в сравнении с старшей версией. По тыльной части, как и у референса, есть вырез в виде сетки, обеспечивающий свободный продув радиатора самым дальним вентилятором. Длина печатной платы у Palit GeForce RTX 3070 заметно меньше самого охлаждения. На боковых зонах имеется зазор. Состоит она из двух массивных радиаторов с алюминиевыми ребрами, пронизанными медными тепловыми трубками. Никелированное основание. За обдув отвечает 3 вентилятора 80 мм с полупрозрачной крыльчаткой. Ее поверхность оптимизирована с целью снижения уровня шума и повышения эффективности. Видеокарта поддерживает режим полной остановки вращения при отсутствии нагрузки на систему. Применена 10-фазная подсистема питания. Используются качественные компоненты. Питания и шумоконденсаторов при продолжительных нагрузках замечено не было. Напомним, сердце видеокарты является чип J104, частота разогнана до 1750 МГц, располагает видеокарта 8 ГБ графической памяти GDDR6, 256-битная шина. Из положительных моментов отметим чипы Samsung, тут удешевлять не стали. Дополнительное питание подается через пару 8-пиновых PCI. Из-за особенностей печатной платы выведена не ближе к центру, аккуратно подвести кабели получится далеко не в каждом корпусе. Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro OS поддерживает вывод изображения 8К разрешения. Для этого тут доступны 3 DisplayPort и 1 HDMI. Сейчас видите данные, полученные в ходе тестов. Более подробная информация приведена в текстовом обзоре, ссылка в описании к этому видео. Там скриншоты бенчмарков, там сравнение этой видеокарты с ранее протестированными решениями. Сейчас вы будете видеть мониторинг, который мы проводили в QHD разрешении, а также в QHD+. Для QHD+, мы использовали популярный монитор, один из самых доступных среди 144 Гц, это 3,4-дюймовый Xiaomi Surface Display. Обзор у нас вышел на канале, я здесь также приведу, если нужно будет, посмотрите в аннотациях. Для того, чтобы не отвлекать ваше время, пока идет мониторинг, я подведу тесты, а тем, кому будет интересно посмотреть полный тайминг, то до конца видео можно без проблем просмотреть или перейти по ссылке в описании к этому видео. Мы, кстати, добавили сюда еще и игры, которые вы запрашивали у нас при обсуждении в сообществе. Это новые игры Watch Dogs, это игра Assassin's Creed Valhalla, и мы добавили еще Total War для нагрузки. Убрали из мониторинга такие игры, как Batman, Battlefield 5 тоже убрали. Возвращаясь к итогам по Palit RTX 3070 Gaming Pro OS, это одна из самых доступных видеокарт на базе RTX 3070, предлагается при этом эффективное тихое охлаждение, работает карта стабильно. Здесь не стали экономить на комплектующих, 10-фазная подсистема питания с долговечными конденсаторами и чипы памяти Samsung. Из упрощения отметим пластиковое исполнение пластины на обратной стороне платы и отдельно отметим, что
что видеокарты этой серии являются одним из самых интересных в вопросе дальнейшей установки кастомного жидкостного охлаждения. С удовольствием обсудим с вами Pilot GeForce RTX 3070 Gaming Pro S, ну а тем, кто достаточно терпеливый и любопытный, можно будет досмотреть полные тайминги по всем играм. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.